Привет, армия. Недавно в сети появилось несколько фотографий Чингука в аэропорту Инчхон, Южная Корея. Эти фотографии были сделаны без предупреждения и сразу же вызвали множество комментариев в социальных сетях. Многие заметили его приезд и начали строить предположения о причине возвращения в Корею. Одним из самых обсуждаемых предположений было то, что он, возможно, отправился попрощаться со своим лучшим другом Ча Ину. Ину, как сообщается, собирался отправиться на военную службу. Как известно тем, кто внимательно следил за Чингуком на протяжении всей его карьеры, он высоко ценит дружбу, всегда проявляя заботу и поддержку к самым близким, особенно в важные моменты их жизни. В данном случае новость о призыве Ину не ускользнула от внимания Чингука. Вполне естественно, что он хотел присутствовать до того, как его лучший друг начнет новую главу своей жизни. Однако, как это часто бывает, некоторые начали выдвигать альтернативные версии его приезда. Среди них появились слухи о том, что Чингук отправился на встречу с кем-то, с кем он якобы состоял в отношениях. Некоторые даже упоминали имя Чимина, утверждая, что его истинным мотивом была встреча с ним наедине, игнорируя тот факт, что нет никаких доказательств, подтверждающих эти заявления. На самом деле, эти теории не имеют под собой веских оснований. Нет ни фотографий, ни видеозаписей Чимина в местах, где был замечен Чингук, и нет никаких доказательств того, что они встречались в Корее в последние дни. Более того, это не первый раз, когда некоторые люди используют передвижение Чингука как предлог, чтобы связать его с Чимином, независимо от контекста или отсутствия доказательств. Реальность такова, что Чингук находится в стабильных отношениях с Тэхёном, их связь с годами стала крепче, и они разделили важные моменты вместе на публике. Хотя оба очень скрытны в своей личной жизни, их близость, взаимная поддержка и время, проведенное вместе вне сцены, указывают на то, что их отношения – это больше, чем просто дружба. Они заботятся друг о друге, поддерживают друг друга и принимают решения вместе, как и многие пары, которые ценят свою личную жизнь. Следовательно, нет никаких оснований предполагать, что Чингук отправился в Корею со скрытыми мотивами или чтобы тайно встретиться с Чимином. Все указывает на то, что его поездка могла быть связана с важными личными причинами, например, поддержать друга, который собирается уйти в армию. Такие жесты распространены среди людей с сильными эмоциональными связями и не должны быть неверно истолкованы или превращены в выдуманную историю. Короче говоря, Чингук недавно был замечен в аэропорту Инчхон, что вызвало волну слухов о его визите в Корею. Хотя точная причина не подтверждена, скорее всего, он поехал сопровождать своего друга Ча Ину перед его уходом в армию. Нет никаких доказательств того, что он встречался с Чимином, и такие теории беспочвенны. Хотя многие пытаются, а иногда даже кажется, что их коллеги пытаются создать между ними определенную дистанцию, правда в том, что ничто не может разделить Тэхёна и Чингука. Причина проста: Чингук всегда выбирает быть с тем, с кем хочет, и во все эти моменты становится ясно, что это человек, Тэхён. В тех редких случаях, когда они находятся вместе, Чингук всегда находится рядом с Тэхёном, это заметно по легким жестам, например, когда их пальцы естественным образом соприкасаются. Даже когда рядом находятся другие участники группы, например, Намджун, внимание Чингука всегда сосредоточено на Тэхёне. Эта связь между ними не остается незамеченной, даже когда они пытаются сохранить тайну. Иногда можно увидеть, как некоторые участники группы издалека жестикулируют в сторону Чингука, возможно, прося его держаться на расстоянии. Это особенно заметно, когда работают камеры или за ними наблюдают. Тем не менее, Чингук, кажется, не отстраняется полностью. Если он делает шаг назад, то лишь на несколько секунд, словно подчиняясь внешнему сигналу, но вскоре он снова оказывается рядом с Тэхёном, почти инстинктивно. Как будто, несмотря на внушение, что-то более сильное тянет его обратно. Эта постоянная близость не случайна. Чингук присутствует не только физически, но и эмоционально. Он наблюдает за Тэхёном так, что это невозможно подделать. Эти взгляды отражают нечто более глубокое, нечто большее, чем просто дружба или профессиональные отношения. И хотя некоторые пытаются дискредитировать их отношения, факты говорят сами за себя. Их взаимодействие, даже самое простое, всегда имеет четкий эмоциональный подтекст. Со временем Тэхён и Чингук показали, что им не нужны широкие жесты, чтобы продемонстрировать свою связь. Они не ищут внимания и не используют свою близость как часть спектакля. Вместо этого, многое из того, чем они делятся, происходит не в игре, когда нет сценария.
именно в такие моменты их подлинность наиболее очевидна. Некоторые говорят, что происходящее между ними – часть фан-сервиса, но есть четкая разница между запланированным и спонтанным. Когда Тэхён и Чингук вместе, их естественность – вот что бросается в глаза. Им не нужны слова для общения, часто взгляда, улыбки или легкого жеста достаточно, чтобы понять друг друга. Это было заметно в самых разных ситуациях – на концертах, в интервью, за кулисами и даже в более неформальных моментах. Даже когда они стараются быть сдержанными, их близость неизбежно проявляется. И дело не только в том, чтобы быть рядом друг с другом, дело в том, как они относятся друг к другу, как смотрят друг на друга, как понимают друг друга без слов. Несмотря на слухи и разногласия среди их поклонников, связь между Тэхёном и Чингуком остается крепкой, им не нужно ничего никому доказывать, потому что их отношения не зависят от внешнего одобрения. Иногда то, что видно между ними, гораздо важнее любых публичных заявлений. Даже сейчас, после многих лет совместной работы и роста на глазах у миллионов людей, их связь остается крепкой. И в профессиональных, и в личных отношениях их связывает нерушимая дружба, и хотя они часто пытаются скрыть ее за едва заметными жестами, правда в том, что их близость сохраняется и в важные, и в незначительные моменты. В конечном счете, то, что объединяет Тэхёна и Чингука, это не стратегия или план по привлечению внимания, это подлинная связь, выстроенная со временем, основанная на уважении, доверии и привязанности. Каждый по-своему доказал, что их отношения крепки, и несмотря на то, что некоторые настаивают на разделении или переосмыслении их действий, правда в том, что то, что их объединяет, подлинно. В отношениях Тэхёна и Чингука есть что-то, что всегда выделяется, что-то, что не объясняется словами, это выражается через действия. Это не то, что они говорят в интервью или показывают в социальных сетях, это то, что происходит, когда они вместе, в те моменты, когда, кажется, мир замирает для них. Когда они близки, все меняется, их жесты, их движения, даже их дыхание кажутся синхронизированными, это легко заметить тем, кто внимательно наблюдает. Это не просто случайное прикосновение или непринужденное приветствие, у них другой способ общения, как будто они говорят на языке, непонятном никому другому. Они прикасаются друг к другу без страха, это естественно, как будто кто-то прикасается к чему-то, что, как он чувствует, принадлежит ему. Они сближаются, не обращая внимания на расстояние, как будто нет границ, и когда они смотрят друг на друга, в этом взгляде есть что-то, не требующее объяснений, он говорит сам за себя. Интересно, что это происходит не один раз, это не единичный случай, это привычка, которая повторяется снова и снова, это как будто часть их повседневной жизни. Те, кто наблюдает сначала, могут подумать, что это просто проявление привязанности, жест для камеры, но те, кто следил за их историей, знают, что за этим скрывается нечто более глубокое. Потому что их взаимодействие не кажется наигранным, это не похоже на простое представление, в их движениях есть искренность, которую невозможно наиграть. На бесчисленных записях, презентациях и за кулисами Тэхён и Чингук демонстрируют близость, которая, кажется, черпается из уникального пространства, присущего только им. Когда они вместе, они словно создают мир, где слова кажутся излишними. Им не нужно ничего говорить, чтобы понять друг друга, их тело реагирует естественно, почти инстинктивно, если один движется, другой следует за ним, если один касается, другой отвечает без паузы, без колебаний. Эти небольшие жесты, но они полны смысла, рука на плече, которая задерживается дольше, чем следовало бы, улыбка, появляющаяся без видимой причины, взгляд, который задерживается достаточно долго, чтобы каждый мог почувствовать что-то особенное. Неважно, была ли перед ними камера или их окружали люди, они вели себя одинаково, как будто никого не было, как будто единственное присутствие, которое имело значение, это присутствие друг друга. Возможно, самым поразительным было то, как естественно все происходило, не было никакого напряжения, никаких признаков дискомфорта, напротив, они казались полностью единым целым, как будто близость была их самым комфортным состоянием. И это говорит о многом, ведь настоящие отношения не требуют особых доказательств. Их видят, их чувствуют. Со временем те, кто следит за каждой деталью, видят, как отношения развиваются и крепнут. Дело не только в физических жестах, есть и более тонкие детали. Например, как они поддерживают друг друга в трудные времена, или как они отмечают достижения друг друга с гордостью, превосходящей дружескую.
Чингук с его неуемной энергией и манерой поведения нашел гармонию в Тэхёне, в человеке, который успокаивал его, не подавляя. И Тэхён с его творческой и любознательной натурой нашел в Чингуке силу, которая подтолкнула его вперед. Вместе они образовали команду, которая, казалось, понимала друг друга без слов. Они делились смехом, понятным только им, молчанием, которое их не беспокоило, и взглядами, которые для любого наблюдателя были красноречивее любых разговоров. Именно эта взаимосвязь, выстраивавшаяся в мелочах, делала их отношения такими реальными. И, возможно, именно поэтому так много людей продолжали говорить о них. Не потому, что они это говорили, а потому, что они показывали это подсознательно, каждым жестом, каждой встречей, каждым мгновением, проведенным вместе. Это не было доказательством, это была суть их связи, то, что не требовало крика, чтобы существовать.